Здравствуйте, уважаемые мои подписчики! Сегодня мы с вами поговорим об очень важной, незаменимой вещи в любом путешествии, как карты и навигация. Сейчас на маркете великое множество различных программ навигационных, но все они, как правило, по большому счету работают через интернет и используя интернет. Программа Osmand «Карта и навигация» работает через GPS и GLONASS. Если вы очутились в чаще леса, в горах, и вам нужно найти дорогу домой, эта программа является просто незаменимой. Если вы планируете к посещению до 10 стран включительно, вы можете воспользоваться бесплатной программой Osmand. Если вас уже интересует и память вашего устройства позволяет использовать больше стран, то вы должны приобрести платную программу Osmand, в которой, естественно, количество стран не ограничено. Открываем платную программу. Автоматически, естественно, курсор определяет местоположение мое. Соответственно, начинаем наш маршрут сразу с автомобилистов. По большому счету, великое множество путей, как доехать из точки А в точку Б. Выбираем самый простой. Добираемся до городища. До городища. И здесь предлагается сразу маршрут. Значит, нажимаем. И он нам сейчас прорисовывает весь маршрут от точки А до точки Б, от Пензы до городища. Здесь вот есть сразу в правом верхнем углу, вот здесь вот от точки А до точки Б расстояние 53 километра, время в пути 52 минуты. Вот, значит, здесь можно сразу для удобства автомобилистов, можно, значит, сразу настроить карту. Здесь, значит, экран. И здесь можно добавить, что еще добавить? Здесь есть и так время в пути, скорость, ограничение скорости, высота, информация GPS. Ну, а также, значит, все текущее время можно сделать. Что у нас получается здесь сразу в правом углу? Вот, значит, здесь получается расстояние, время в пути, скорость. Ну, скорость сейчас, так как мы не движемся. Значит, здесь высота 284 метра. И дальше, значит, количество спутников, вот 5 из 32. И текущее время 15:37. Дальше, значит, мы просто нажимаем на стрелочку и поехали. Вот он маршрут, значит, весь прорисован от точки А до точки Б. Можно посмотреть. Если нам, значит, куда-то нужно еще заехать из Пензы, продвигаясь до городища, мы здесь, значит, в зависимости от того, куда нам нужно заехать, вот, может быть, в Бахтеевку нам нужно заехать. Вот, значит, отмечаем здесь Бахтеевку еще. Вот. Делаем маркер. Сделали, значит, маркер. В общем, значит, отметили Бахтеевку. Нажимаем. Опять же здесь нажимаем маршрут. Предлагается целый список. Заменить пункт назначения, сделать пункт отправления, добавить как пункт назначения, добавить как первый промежуточный пункт, добавить как последний промежуточный пункт. Ну, добавим, значит, как первый промежуточный пункт.
Соответственно, вот здесь вот показывает индикатор внизу. Двигается, значит, синенькая стрелочка, которая показывает, что компьютер думает. И вот, значит, теперь новый маршрут, по которому мы заезжаем еще и в Бахтеевку. И с учетом Бахтеевки здесь маршрут, маршрут увеличился. Дальше, значит, отменяем проложенный маршрут. Вообще данная программа является еще и незаменимой не только на машине, но еще и на пешими прогулками, велосипедистам также является незаменимой эта программа. Вот, сейчас мы можем выбрать, вот здесь выбирается, каким образом мы собираемся строить маршрут. Вот здесь вот есть, если, значит, автомобилистам, этим велосипедистам и пешим. Ну, если выбрать пешим, то маршрут уже, значит, делается не по дорогам, а делается, значит, исключительно исходя из пеших прогулок. Опять же, вот первый горный проезд вот здесь вот. Опять же нажимаем маршрут. Здесь мы как делаем? Ну, это не пункт отправления, естественно, это пункт назначения здесь. Вот, соответственно, здесь сейчас вот индикатор внизу показывает, что маршрут прорабатывается. И как маршрут проработается, покажет, значит, нам направление движения до первого горного проезда. Также очень важно в Восмонд картах и навигациях, так как здесь показываются еще и различные тропинки, которых нет на большинстве карт. Вот он, значит, сейчас проложил нам маршрут до первого горного проезда. Пеший маршрут. Также данная программа является очень незаменимой для путешествия в больших городах. Вот так, например, взять, сейчас, значит, возьмем Японию с 11 миллионным населением, Токио. Сейчас, значит, мы рассмотрим для примера Японию. Что еще, какое еще удобство предлагает Осмонд карты и навигации? Вот сейчас, значит, мы приехали с аэропорта, значит, очутились мы в центре Японии, и нам сейчас нужно доехать из точки А в точку Б, с того места, где мы сейчас расположены, значит, в гостиницу куда-то еще. Мы, значит, ну, так как, если, значит, мы не на машине, не с машины не взяли в аренду машину, так как в Японии россиянам нужно еще сдать на права, чтобы взять машину. Ну, можно рискнуть, значит, не попасться с полицейским, но я бы не советовал этого делать. Вот, для этого у меня есть, значит, на канале я рассказывал уже о том, можно ли или нельзя взять машину в аренду. Можете, значит, познакомиться на моем канале. Сейчас, значит, вот мы ищем автобус здесь, в центре, где мы вышли, приехав из аэропорта. Мы находим, значит, там же, где мы вышли, остановку общественного транспорта. Нашли мы остановку, просто нажимаем эту остановку, и нам здесь, значит, предлагаются маршруты. И вот, значит, на красном написано маршруты этих остановок.
и номера этих автобусов, например, вот 98-й. Например, нажимаем 98-й. И нам сразу, значит, показывает, куда этот автобус едет. То есть это очень и очень и очень удобно во всех путешествиях. Что знаешь, куда движется этот автобус, в каком направлении. Так, значит, дальше ищем. Значит, вот этот вот автобус нам не подходит, 98-й. Нажимаем вот здесь вот 4-й, 5-й, например, 4-й маршрут. Вот он рисует, какой 4-й. Очень продолжительный маршрут. Ну, дальше нужен нам или не нужен, в зависимости, значит, от того, где мы, в какой гостинице мы живем. Если мы здесь живем в этой гостинице, нам, значит, этот автобус очень подходит. Мы, значит, на него садимся и едем. Мы теперь все знаем. Очень удобная программа. В этом плане очень удобная. Также мы можем куда 5-й автобус, например. Вот 5-й автобус вот сюда идет. Что касается общественного транспорта, мы со всем этим разобрались. Теперь, значит, плавно переходим опять, значит, к автомобилистам, к теме парковок. Платных, бесплатных и так далее. Вот, значит, если мы здесь останавливаемся, остановились, и нам нужно запомнить, где же мы оставили свою машину, чтобы ее легко можно было найти. Для этого, значит, вот здесь вот действие, мы здесь добавили, вот, отмечаем место парковки здесь, значит. И он предлагает какое? Без ограничения времени, и время стоянки ограничено. Ну, так как в Вене, например, мы сейчас здесь рассматриваем город Вену, время стоянки ограничено, значит, соответственно, мы нажимаем, что время стоянки ограничено. И нам, значит, здесь вот сколько? Ну, на час, например, мы ставим. И, значит, здесь отмечаем. Все. Также, значит, в блокнот все данные записались. И вот, значит, здесь в календаре будет забрать автомобиль здесь со стоянки, да. Все. Точно так же, значит, возвращаясь с места пребывания на место парковки, мы делаем движение пешим и находим место парковки. Ну, сейчас, например, вот, для примера, сейчас мы как бы в Вене, но мы не в Вене, а в Пензе. Вот мы здесь отменяем, значит, предыдущий маршрут. Вот, и, значит, если мы, ну, например, давайте вот эту вот парковку, вот, значит, здесь парковка. Здесь парковку мы ее пометили, значит, здесь, без ограничения времени. И, значит, дальше, если мы здесь, мы, значит, просто вот куда двигаемся, куда? Сюда, дальше, значит, куда мы двигаемся, мы выбираем вот мы, значит, нашли свое место парковки, тыкаем на него. И, соответственно, значит, нажимаем на пеший маршрут. Вот и прокладывает без особого труда. Какое еще удобство содержит эта программа? Например, вот, значит, мы сейчас здесь. Найти что-то рядом. Какой-нибудь магазин, продовольственный, супермаркет и так далее. В общем, все какие-то, может быть, какие-то достопримечательности. В общем, все, что может интересовать, значит, находясь здесь. Как мы это делаем? Действие «Искать рядом». И вот, значит, здесь предлагается все достопримечательности, значит, досуг, еда, здесь же заправки, какие-то, может быть, я не знаю, аптеки, кафе, может быть, рестораны, общественный транспорт, что еще может быть? Продуктовый магазин, супермаркет. Но чаще всего мы, значит, используем продуктовый магазин, супермаркет.
И вот он, значит, здесь предлагает целый список их. В том числе, значит, можно в зависимости от расстояния до них вот здесь вот найти. Вот 81 метр, например, караван. Вот. Вот он, значит, вот здесь вот. И мы, соответственно, можем как маршрут до него проложить и идти по стрелочке, так и можем просто двигаться и периодически проверяя, дошли мы до каравана. Собственно говоря, здесь даже прописываются часы работы магазина вот с 8 до 21-22 часов. Вот мы можем, если мы, значит, окажемся где-то в незнакомой местности, мы, значит, можем попробовать проложить маршрут. Мы проложили маршрут, и мы просто не спеша, значит, пешочком идем, значит, из того места, где мы находимся, значит, вот в этот вот караван. Вот, в общем, и все, что я вам задумал рассказать по этому поводу, об очень удобной, очень незаменимой вещи в путешествиях, как программа Osmond.